Всем привет! Я снова рада видеть вас на своем канале. И сегодня я сняла видео для вас, как я делаю рану на руке с помощью силикона. В руках у меня две баночки с компонентом телесного цвета и прозрачной от Diamond. В каждой баночке по 38 грамм компонента. Для создания ран их надо в одинаковых пропорциях смешать между собой. Бежевый и прозрачный. Сейчас я вам все покажу. Для создания раны у меня несколько инструментов. Вот такая металлическая лопаточка, шпажка и еще вот такая лопаточка у меня будет под рукой. Также нужна какая-нибудь емкость, чтобы там смешать эти два компонента. Я взяла обычную пластиковую крышечку. Не помню уже какой. Также я взяла пудру, чтобы скрыть блеск силикона. Вот я сейчас готовлю. Буду набирать эти компоненты и смешивать между собой. Еще один момент. Главное преимущество данного силикона, что для него не требуется клея. Он замечательно и хорошо крепится на коже после застывания. Теперь с помощью металлической лопаткой я набираю бежевого сначала силикона. Примерно я набираю на глаз сантиметр. И далее беру прозрачного силикона, тоже примерно такое же количество, и тщательно перемешиваю, чтобы была однородная масса. Я тщательно перемешала силикон в крышечке, я его оттуда забираю этой же металлической лопаткой и кладу на руку, буду создавать длинный порез на руке, примерно где-то 15 сантиметров. Вот, выкладываю вот сейчас на руку, вот такими движениями, растягиваю этот силикон вдоль руки. Делаю рану не совсем ровную, не совсем с прямыми краями. Делаю края слегка рваные, чтобы наша рана выглядела естественно. Также я зауживаю наши концы сверху и снизу, чтобы наша рана начиналась и также заканчивалась узко. Дальше я делаю свои раны такую развилочку, чтобы она была не прямая разрезанная, а чуть-чуть с развилочкой. Дальше, после того, как я создала форму своей раны, я разглаживаю у нее края, чтобы ее края были вровень с кожей. Это будет придавать нашей ране большей реалистичности. И не видно, что мы именно силиконом наложили свою рану. Также мне удобно и второй лопаткой разглаживать края. А если мы что-то не видим, мы также можем на ощупь пригладить края с помощью пальчика. Дальше я буду делать разрез нашей ране. Это может быть как у меня металлическая такая лопатка, либо с шпажкой. Ну, у меня удобно это лопаткой делаю. Делаю разрез и сначала вдоль руки, и потом где развилочка. В районе развилочки я делаю чуть пошире, также чтобы придать реалистичность. И в некоторых местах тоже раздвигаю наш силикон, чтобы в некоторых местах не было просто прямо. Также чуть-чуть делаю нашу ранку глубже. Где-то делаю края рваные, где-то прямые. И далее с помощью пудры, либо еще другого косметического средства я убираю блеск нашего силикона. Пока я готовлю следующие материалы, а это краска красная, черная, кровь, наша рана должна подсохнуть в течение 1-3 минут. После того, как она подсохла, я кистью и черным цветом придаю нашей ране углубление, а также растягиваю черный цвет по всей своей ране. Следом я прохожусь также теперь красной краской. Краской пользуюсь я Diamond. Особенно красная мне очень нравится, что она не дает никаких других оттенков, когда мы ее наносим на кожу. Это пурпурные бывают оттенки, малиновые. В данном случае она передает чисто красный цвет. Я также, когда крашу нашу рану, я слегка рваные края тоже раздвигаю, чтобы придать ширину нашей ране. Дальше мне надо сделать воспаленную кожу вокруг раны, чтобы придать ей реалистичности еще больше. Смываю кисть до конца, и когда на кисти остается слегка красный оттенок, я наношу ее вокруг своей раны. И предпоследним действием, которое я сделаю, это будет у нас добавление крови в наш разрез. Кровь
у меня есть искусственная. С помощью ее мы добьемся больше глубины, больше блеска и больше реалистичности при свежем порезе. И вот наша рана подходит к концу. Последним действием это будет у нас царапки и брызги крови. С помощью крупнопористого спонжа на него я капаю капельки крови и штриховыми движениями я добавляю эти спецэффекты. Наша рана готова. Вот так она выглядит у нас. Посмотрите, какая глубина у нас раны, какой разрез, как реалистично смотрится кровь, наши царапки, капельки крови. Вот. И сейчас я вам покажу, как легко снимается вот этот весь силикон с нашей руки. Такую возможность снятия силикона с руки я дала своей дочке. Вот она пытается снять его с первого раза, но сил у нее не хватает. Я ей чуть-чуть помогаю, чуть-чуть подзадеваю силикон, чтобы она сама уже справилась с ним. Вот как у него это получается. Вот как пленочка она снимается с нашей кожи безболезненно, она не приклеена, просто хорошо зафиксировалась, застыла на руке, схватилась с кожей. И как пленочка она снимается. И вот на этой нотке я с вами прощаюсь. Если вам понравился такой силикон, скорее приобретайте в магазинах Diamond. Ссылочку я оставлю под этим видео. А если вам понравился мой маленький мастер-класс по пластическому гриму, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем до свидания и до новых встреч!